Урок 1. Режим сна. Я стараюсь ложиться спать около 11 часов вечера. Это хорошая привычка. Для хорошего ночного сна важно регулярно ложиться спать. Да, я считаю, что соблюдение режима помогает мне быстрее заснуть. Делаете ли вы что-нибудь особенное перед сном, чтобы расслабиться? Обычно я читаю книгу или слушаю успокаивающую музыку. Это помогает мне расслабиться. Звучит прекрасно. Мне нравится принимать теплую ванну перед сном, чтобы расслабить мышцы. Отличная идея. Ванна может быть очень успокаивающей. Я также избегаю экранов по крайней мере за час до сна. Синий свет может нарушить сон. Мне стоит попробовать это. Я часто просматриваю телефон перед сном. Это обычная привычка, но сокращение времени, проводимого перед экраном, может иметь большое значение. Я попробую. Спасибо за предложение. Добро пожаловать! Надеюсь, эти советы помогут вам хорошо выспаться. Я благодарна за это. Хороший сон необходим для продуктивного дня. Абсолютно. Сладких снов, Джон. Спасибо, Анна. Хорошего вечера тоже. Урок 2. Изящное блюдо тайской кухни. А я обожаю тайскую еду. Ты вчера что-нибудь попробовал? Да, на обед я ел пад-тай. Было очень вкусно. Пад-тай тоже один из моих любимых. Ты попробовал другие блюда? Я также ел суп том-ям. Ароматы были такими яркими и пряными. Звучит потрясающе. Тебе это показалось слишком острым. Было здорово, но мне нравится острая еда. Это было как раз для меня. Я рада, что вам понравилось. У вас был десерт. Да, я впервые попробовал липкий рис с манго. Это было восхитительное сочетание сладкого и липкого. Липкий рис с манго – классический тайский десерт. Я рад, что он вам понравился. Я понимаю, почему оно так популярно. Вы пробовали новые тайские блюда в последнее время? Недавно я ел зеленое карри, и оно было просто фантастическим. Вкус был таким насыщенным и ароматным. В моем списке стоит попробовать зеленое карри. Я много чего об этом слышала. Вам обязательно стоит попробовать. Думаю, вам понравится. Я так и сделаю. Спасибо за рекомендацию, Джон. Добро пожаловать, Анна. Тайская еда всегда доставляет удовольствие. Абсолютно. Давайте скоро вернемся сюда снова и попробуем больше блюд. Похоже на план. Я с нетерпением жду его. Я тоже, Джон. Это будет кулинарное приключение. Действительно, Анна. А пока давайте насладимся воспоминаниями о вчерашнем тайском застолье. Урок 3. Анализ продаж продукции. Я заметил снижение продаж продукции. Нам нужно проанализировать причины. Это вызывает беспокойство.
Давайте соберем данные, чтобы понять, что происходит. Согласен. Мы должны изучить показатели продаж по каждой категории продуктов. Мы также можем изучить отзывы клиентов, чтобы выявить любые проблемы. Отличная идея. Нам нужно выяснить, есть ли проблемы с качеством или ценой. Также важно оценить рыночные тенденции. Предлагают ли наши конкуренты лучшие альтернативы? Абсолютно. Мы должны провести конкурентный анализ, чтобы оставаться впереди. Нам также следует пересмотреть наши маркетинговые стратегии. Эффективно ли мы достигаем целевой аудитории? Это очень важный момент. Возможно, наши маркетинговые кампании нуждаются в корректировке. Кроме того, мы должны оценить наши каналы сбыта. Есть ли какие-либо узкие места или недостатки? Распределение может быть фактором, способствующим этому. Нам необходимо обеспечить бесперебойную логистику. Нам также следует привлечь отдел продаж. Общаясь с клиентами, они получают ценную информацию. Вы правы. Вклад отдела продаж поможет глубже понять потребности клиентов. Получив все данные, мы можем проанализировать их и определить закономерности или корреляции. Этот анализ поможет нам определить основные причины снижения продаж. После этого мы можем разработать план действий по решению проблем и увеличению продаж. Именно так. Мы должны активно находить решения. Согласен. Давайте назначим встречу с командой, чтобы начать процесс анализа. Это хороший следующий шаг. Сотрудничество – ключ к поиску эффективных решений. Уверен, что с помощью тщательного анализа мы сможем изменить ситуацию. Я тоже так считаю. Давайте приступим к работе и найдем способы улучшить продажи нашей продукции. Мы готовы принять вызов, Джон. Вместе мы можем изменить ситуацию к лучшему. Действительно, Анна. Давайте проанализируем и разработаем стратегию нашего пути к успеху. Урок 4. Создание запоминающихся персонажей. При создании истории ключевое значение имеют персонажи. В моем последнем проекте было 4 главных героя. Персонажи воплощают истории в жизнь. Расскажите мне о них подробнее. Первым персонажем была смелая и предприимчивая девочка по имени Лили. Похоже на сильного главного героя. Кем были другие персонажи? Жил старый мудрый волшебник по имени Мерлин, который руководил Лили в ее путешествии. Фигура наставника добавляет истории глубины. Кто еще был в вашем актерском составе? Верным и озорным спутником Лили была говорящая лиса по имени Фин. Персонажи животные могут дать уникальные перспективы. Кто был последним персонажем? Главной антагонисткой была хитрая и жаждущая власти волшебница по имени Моргана. Злодеи добавляют конфликтности и напряженности. Как взаимодействовали эти персонажи? Лили и Фин сформировали прочную связь, когда вместе сталкивались с трудностями. Дружба и командная работа – важные темы. А как же Мерлин и Морганы?
Мерлин служил наставником Лили, направляя ее навстречу судьбе. Моргана постоянно пыталась помешать их прогрессу. Классическая битва между добром и злом. Какие-нибудь арки персонажей или развития. Лили начинала как робкая девочка, но в конце концов превратилась в отважного героя. Развитие персонажа впечатляет. Общались ли с ними ваши читатели? Да, многие читатели с пониманием отнеслось к путешествию Лили и сочли персонажей незабываемыми. Это признак хорошо проработанных персонажей. Каким будет ваш следующий писательский проект? Я работаю над детективным романом с детективным персонажем со сложным прошлым. Интригующе. Глубокие персонажи делают тайны более увлекательными. Держите меня в курсе своего прогресса. Я так и сделаю, Анна. Персонажи действительно оживляют истории. Да, Джон. Приятного вам письма, и пусть ваши персонажи продолжают очаровывать читателей. Спасибо, Анна. Наша задача — создать незабываемых персонажей в наших историях. Урок 5. Приготовление домашнего теста. Как приготовить тесто? Сложно ли это? Нет, на самом деле все довольно просто. Вам просто нужно несколько простых ингредиентов. Какие ингредиенты нужны для приготовления домашнего теста? Вам понадобится мука, вода, дрожжи, соль и немного сахара. Нужно ли мне специальное оборудование или инструменты? Миска для смешивания, мерные чашки и деревянная ложка должны помочь. Как начать процесс приготовления теста? Сначала смешайте дрожжи и сахар с теплой водой и оставьте на несколько минут, пока они не станут пенистыми. Для чего нужна смесь дрожжей и сахара? Дрожжи помогают тесту расти, а сахар питает дрожжи, помогая им расти. Как только дрожжевая смесь будет готова, что делать дальше? Постепенно добавляйте в смесь муку и соль, помешивая деревянной ложкой. Сколько муки нужно добавить? Начните с чашки муки и продолжайте добавлять еще, пока тесто не превратится в мягкий, слегка липкий шар. Должен ли я замесить тесто? Да, выложите тесто на слегка посыпанную мукой поверхность и месите около 5-10 минут, пока оно не станет гладким и эластичным. Нужно ли давать тесту подняться? Да, поместите тесто в смазанную маслом миску, накройте чистым кухонным полотенцем и дайте ему настояться в теплом месте примерно на час или пока оно не увеличится вдвое. Каков последний шаг? Пробейте тесто, чтобы высвободить пузырьки воздуха, и оно готово к формованию или использованию в рецепте. Спасибо за инструкции, Анна. Не могу дождаться, когда попробую приготовить тесто дома. Добро пожаловать, Джон. Домашнее тесто универсально и очень вкусно. Получайте удовольствие, экспериментируя с ним. Я так и сделаю, Анна. Я ценю ваше руководство. Давай приготовим тесто на кухне. Урок 6. Приоритизация здоровья в повседневной жизни. Рутина, да. Да, у меня есть. Я поняла, что своему здоровью нужно уделять приоритетное внимание. Отлично, Джон.
Забота о себе очень важна. Какие изменения вы вносите? Я начинаю с утренней тренировки, чтобы привести свое тело в движение и зарядиться энергией. Упражнения– отличный способ начать день. Что еще? Я включаю в свой рацион более здоровую пищу, например, больше фруктов и овощей. Сбалансированная диета питает ваше тело и разум. Какие-нибудь другие корректировки? Я также уделяю время релаксации и управлению стрессом, например, тренирую внимательность. Не менее важна забота о своем психическом благополучии. Как обстоят дела до сих пор? Это сложно, но полезно. В течение дня я чувствую себя более энергичной и сосредоточенной. Это позитивный признак. Вы столкнулись с какими-либо препятствиями? Иногда возникает соблазн вернуться к старым привычкам, но я напоминаю себе о своих целях и сохраняю приверженность. Сохраняй решимость, Джон. Вы вносите позитивные изменения в свое долгосрочное благополучие. Спасибо, Анна. Ваша поддержка очень много значит. Какие-нибудь советы, как сохранить мотивацию? Найдите занятия, которые вам нравятся, и сделайте их частью своей повседневной жизни. Окружите себя людьми, поддерживающими вас. Я это учту. Важно вести устойчивый и приятный образ жизни. Абсолютно. Помните, что маленькие шаги приводят к долгосрочным результатам. Вы на верном пути. Я ценю твою поддержку, Анна. За более здоровое и счастливое будущее. Ура, Джон! Уверен, что вы достигнете своих целей в области здравоохранения. Продолжайте в том же духе. Я так и сделаю, Анна. Давайте вдохновим друг друга уделять приоритетное внимание нашему благополучию. Урок 7. Путешествие за пределы Парижа. Вы ездили в однодневные поездки за пределы Парижа. Да, я отправился в однодневную поездку в Версаль. Это было великолепно. Что вам больше всего понравилось в Версале? Величие дворца и его потрясающих садов повергло меня в восторг. Легко ли было добраться до Версаля из Парижа? Да, я немного поехал на поезде, и это было довольно удобно. Вы отправились на экскурсию с гидом или осмотрели окрестности самостоятельно? Я выбрал экскурсию с гидом, чтобы узнать об истории и значении дворца. Были ли какие-нибудь яркие моменты тура, которые вас запомнили? Звучит невероятно. У вас тоже было время прогуляться по садам. Да, сады были просторными и красиво озелененными. Это был спокойный отдых от шумного города. Были ли другие достопримечательности или достопримечательности, которые вы посетили? Я также посетил дворцы Трианона, которые были небольшими, но не менее очаровательными. Похоже, это полноценная однодневная поездка. Вы бы порекомендовали его другим. Безусловно, Версаль обязательно нужно посетить из-за его исторической и архитектурной значимости. Какие-нибудь советы для тех, кто планирует однодневную поездку в Версаль?
Приходите пораньше, чтобы обойти толпу, и наденьте удобную обувь для прогулок по саду. Спасибо, что поделились своим опытом, Анна. Мне тоже хочется спланировать поездку в Версаль. Добро пожаловать, Джон. Его определенно стоит посетить. Надеюсь, у тебя скоро будет возможность поехать. Я обязательно добавлю его в свой список путешествий. Давайте продолжим исследовать новые направления вместе. Урок 8. Посещение нового кафе в городе. Эй, вы попробовали новое кафе в городе? Да, я так и сделала. Оно называется Silver Delights, и оно просто фантастическое. Что вам больше всего понравилось в кафе? Уютная атмосфера и вкусная выпечка здесь превосходны. Были ли в их меню какие-нибудь выдающиеся блюда? Их круассаны и фирменный кофе просто божественны. Звучит заманчиво. Вы пробовали что-нибудь другое? Да, я тоже съел их пирог с заварным кремом, и он был очень вкусным. Во время вашего визита в кафе было многолюдно. Там было довольно много людей, но обслуживание все равно было отличным. Были ли у них какие-либо уникальные черты или украшения? Кафе оформлено в очаровательном винтажном стиле с красивыми картинами на стенах. Предлагали ли они безглютеновые или веганские блюда? Да, у них было множество вариантов для удовлетворения различных диетических потребностей. Как бы вы оценили ваши впечатления от посещения кафе в целом? Я бы поставил ему солидные 10 баллов из 10. Не могу дождаться, когда вернусь. Какие-нибудь советы для тех, кто планирует посетить Silver Delights? Приходите пораньше, чтобы обеспечить себе столик, особенно в часы пик. Спасибо за рекомендацию, Анна. Я обязательно посмотрю это в ближайшее время. Добро пожаловать, Джон. Уверен, вам понравится. Давай как-нибудь спланируем совместный визит. Похоже на план. Посещение новых кафе всегда доставляет удовольствие. Не могу не согласиться, Джон. Мы постараемся открыть для себя еще больше скрытых сокровищ нашего города. Приветствую вас, Анна. Давайте продолжим наши кулинарные приключения. Урок 9. Уход за комнатными растениями. Эй, вы когда-нибудь думали об уходе за комнатными растениями? Да, у меня есть. Они могут вдохнуть жизнь и свежесть в любое пространство. Есть ли какие-нибудь конкретные растения, которые вы бы порекомендовали новичкам? Отличные варианты растения-пауки, потосы и змеи. Они неприхотливы в уходе и устойчивы. Как часто обычно нужно поливать комнатные растения? Это зависит от растения и окружающей среды, но большинство комнатных растений предпочитают умеренный полив 1 раз в неделю. А как же солнечный свет? Нужен ли им прямой солнечный свет? Некоторые растения хорошо себя чувствуют под прямыми солнечными лучами, в то время как другие предпочитают непрямое или слабое освещение. Лучше всего изучить потребности каждого растения. Есть ли распространенные ошибки, которых следует избегать при уходе за комнатными растениями? Чрезмерный полив и отсутствие достаточного дренажа являются распространенными ошибками.
Важно найти правильный баланс. Нужны ли комнатным растениям специальные удобрения или подкормки для растений? Комнатные растения полезно время от времени подкармливать в течение вегетационного периода. Ищите сбалансированные водорастворимые удобрения. Есть ли в комнатных растениях какие-либо преимущества помимо эстетики? Абсолютно. Комнатные растения могут улучшить качество воздуха, снизить стресс, повысить настроение и продуктивность. Какие признаки указывают на то, что растению требуется внимание или уход? Пожелтение листьев, увядание или чрезмерная сухость могут указывать на проблемы с поливом или освещением. Есть ли у вас какие-либо советы для новичков в уходе за комнатными растениями? Начните с простых в уходе растений, наблюдайте за их потребностями и постепенно расширяйте свою коллекцию. Терпение– ключ к успеху. Спасибо за совет, Анна. Я очень рада внести в свой дом немного зелени. Добро пожаловать, Джон. Комнатные растения могут быть полезными компаньонами. Наслаждайтесь новым путешествием по растениям. Я так и сделаю, Анна. Давайте оценим красоту природы в наших собственных жилых помещениях. Урок 10. Поиск доступных вариантов. Есть ли у вас какие-либо советы по поиску доступных вариантов? Абсолютно. Один совет– сравните цены в интернете перед покупкой. Есть ли какие-либо конкретные веб-сайты или платформы, которые вы рекомендуете для сравнения покупок? Такие сайты, как Amazon, eBay и системы сравнения цен, такие как Google Shopping, помогут вам найти лучшие предложения. А как насчет местных покупок? Какие-нибудь советы по поиску доступных вариантов в магазинах? Обратите внимание на разделы распродаж и подумайте о покупках в непиковое время года, чтобы получить более выгодные цены. Существуют ли приложения или сайты с купонами, которые помогут сэкономить деньги? Да, такие приложения, как Honey, Rectron и сайты с купонами, такие как RetailMainot, предлагают скидки и предложения на различные продукты. Существуют ли какие-либо стратегии экономии денег, когда речь идет о продуктах питания? Планирование питания, составление списка покупок и использование купонов помогут вам сэкономить на расходах на продукты. Существуют ли недорогие альтернативы фирменным продуктам? Да, магазинные бренды или универсальные версии продуктов часто предлагают аналогичное качество по более низкой цене. А что с одеждой? Какие-нибудь советы по поиску доступных вариантов одежды? Благотворительные магазины, комиссионные магазины и интернет-магазины, такие как Poshmark, могут предложить отличные предложения на одежду. Как сэкономить на развлечениях и досуге? Ищите бесплатные общественные мероприятия, исследуйте местные парки и подумайте о подписке на стриминговые сервисы вместо дорогих пакетов кабельного телевидения. Есть ли другие общие советы по экономии денег? Составляйте бюджет, отслеживайте расходы и отдавайте предпочтение потребностям, а не желаниям. Как противостоять импульсивным покупкам и уложиться в бюджет? Дайте себе время охладиться перед покупкой и спросите себя, является ли это вынужденной или импульсивной покупкой. Спасибо, что поделились этими ценными советами, Анна. Я обязательно запомню их.
Добро пожаловать, Джон. Экономить деньги может быть полезной привычкой. Воспользуйтесь преимуществами поиска доступных вариантов. Я так и сделаю, Анна. Давайте примем разумные финансовые решения и потратим наши деньги на дальнейшее развитие. Урок 11. Знание инструкций и правил. Это удобно. Есть ли какие-либо инструкции или правила, о которых мне следует знать? Да, есть несколько важных рекомендаций, которым следует следовать в тренажерном зале. Можете ли вы дать мне обзор этикета в тренажерном зале? Конечно. Вытирайте оборудование после использования, уважайте личное пространство других людей и воздерживайтесь от громкого или деструктивного поведения. Существуют ли особые требования к дресс-коду? В большинстве спортивных залов действуют правила дресс-кода. Обязательно наденьте соответствующую спортивную одежду и чистую обувь, не Как оставляющую насчет следов. использования тренажерного зала? Какие протоколы следует иметь в виду? Всегда настраивайте оборудование в соответствии с вашими настройками и не забывайте о том, что другие люди ждут возможности использовать оборудование. Есть ли ограничения по времени или часам пик, о которых мне следует знать? В некоторых спортивных залах часы пик бывают в более людные часы. Полезно соответствующим образом планировать тренировки. Как насчет использования раздевалок и душевых? Уважайте частную жизнь других людей, поддерживайте чистоту в помещениях и не оставляйте личные вещи без присмотра. Могу ли я принять участие в каких-либо занятиях или программах в тренажерном зале? Многие тренажерные залы предлагают различные занятия и программы, такие как йога, спиннинг или силовые тренировки. Ознакомьтесь с расписанием, чтобы найти варианты. Взимается ли дополнительная плата за занятия или индивидуальные тренировки? За некоторые занятия или индивидуальные тренировки может взиматься дополнительная плата. Для получения дополнительной информации обратитесь на стойку регистрации тренажерного зала. Могу ли я взять с собой в тренажерный зал гостя или друга? В некоторых тренажерных залах возможно размещение гостей, но в них могут действовать особые правила и взиматься плата за посещение. Заранее проконсультируйтесь с тренажерным залом. Существуют ли какие-либо меры безопасности или аварийные протоколы? В спортивных залах обычно предусмотрены меры безопасности, такие как аптечки первой помощи и запасные выходы. Ознакомьтесь с их местонахождением. Как получить помощь или задать вопросы в тренажерном зале? Персонал тренажерного зала или тренеры готовы помочь вам. Не стесняйтесь задавать им любые вопросы или обращаться за советом. Спасибо за объяснение всех этих важных деталей, Анна. Я обязательно буду следовать инструкциям. Добро пожаловать, Джон. Наслаждайтесь тренировками и максимально используйте время в тренажерном зале. Я так и сделаю, Анна. Давайте отдадим приоритет безопасности, уважению и положительным впечатлениям от занятий в тренажерном зале. Урок 12. Приготовление пасты с нуля. Паста с нуля. Ух ты, это, должно быть, был неплохой опыт. Так и было. Приготовление пасты с нуля – увлекательный и увлекательный процесс. Какие ингредиенты нужны для приготовления домашней пасты? Вам понадобится универсальная мука, яйца, соль и немного оливкового масла. Как начать процесс приготовления пасты? Начните с того, что создайте колодец в центре муки и вбейте в него яйца.
Каков следующий шаг после расщепления яиц? Постепенно добавляйте муку в яйца до образования теста. Как долго мы должны месить тесто? Замешивайте тесто около 5-7 минут, пока оно не станет гладким и эластичным. Как только тесто будет готово, что нам делать дальше? Дайте тесту постоять под крышкой примерно 30 минут, чтобы глютен расслабился. Как мы формируем пасту после периода отдыха? Вы можете использовать машину для макаронных изделий, чтобы раскатать тесто и нарезать его желаемой формы, например, спагетти или феттучини. Что, если у нас нет машины для макаронных изделий? Не беспокойтесь. Вы можете раскатать тесто вручную и острым ножом нарезать его на полоски. Как долго мы должны варить свежую пасту? Свежая паста готовится намного быстрее, чем сушеная. Обычно это занимает около 2-4 минут в кипящей подсоленной воде. Какие варианты соуса можно сочетать с домашней пастой? Вы можете попробовать классический томатный соус, сливочный соус Альфредо или простой соус с чесноком и оливковым маслом. Можно ли хранить домашнюю пасту для последующего использования? Да, вы можете высушить пасту на сушилке или заморозить ее для будущих блюд. Как лучше всего приготовить замороженную домашнюю пасту? Готовьте замороженную пасту прямо из замороженной в кипящей воде еще несколько минут. Спасибо, что поделились этим процессом, Анна. Мне не терпится приготовить свежую пасту дома. Добро пожаловать, Джон. Насладитесь вкусом домашней пасты. Это стоит затраченных усилий. Я так и сделаю, Анна. Давайте насладимся радостью приготовления пищи и насладимся вкусными домашними блюдами. Урок 13. Планирование исторического путешествия. Мне не терпится погрузиться в историю. Нам обязательно стоит спланировать поездку. Звучит как фантастическая идея. Какие исторические места вас интересуют? Я всегда хотела посетить Рим и исследовать древнеримские руины. Рим – отличный выбор. Обязательно посетите Колизей и Римский форум. Есть ли другие исторические места в Европе, которые вы рекомендуете? Афины в Греции – еще одно увлекательное место с невероятными историческими достопримечательностями, такими как Акрополь. А как насчет исторических мест за пределами Европы? Египет богат историей. Пирамиды Гизы и Долина царей – знаковое место, которое стоит посетить. Звучит интригующе. Как насчет исторических поездок по нашей стране? Вашингтон, округ Колумбия, является сокровищницей истории с такими достопримечательностями, как Национальная аллея и Смитсоновский музей. Стоит ли рассматривать экскурсии с гидом или исследовать окрестности самостоятельно? Это зависит от пункта назначения и ваших предпочтений. Экскурсии с гидом могут дать глубокие знания, но самостоятельное изучение позволяет гибко подойти к изучению. Как извлечь максимум пользы из нашего исторического путешествия? Заранее изучите историческое значение каждого объекта и подумайте о найме местных гидов для более глубокого понимания. Есть ли какое-нибудь конкретное время года,
который лучше всего подходит для исторических поездок? Это идеальное место, чтобы избежать пиковых туристических сезонов для более комфортного отдыха. Обратите внимание на сезоны или периоды непиковой нагрузки. Что взять с собой в историческое путешествие? Удобная обувь для прогулок, легкая одежда и не забудьте фотоаппарат, чтобы запечатлеть воспоминания. Есть ли культурные обычаи или этикет, о которых нам следует знать? Изучите местные обычаи и проявите уважение к историческим местам, следуя любым конкретным правилам или рекомендациям. Как сделать наше историческое путешествие более познавательным и увлекательным? Посетите музеи, посетите исторические реконструкции и примите участие в интерактивных мероприятиях, предлагаемых на этих объектах. Спасибо за все эти ценные идеи, Анна. Мне не терпится спланировать наше историческое приключение. Добро пожаловать, Джон! Давайте отправимся в путешествие во времени и откроем чудеса истории. Согласна, Анна. Здесь вас ждут незабываемые впечатления и удовольствие от знакомства с прошлым. Урок 14. Изучение электромобилей. Ассортимент электромобилей кажется впечатляющим. Вполне ли они доступны по сравнению с традиционными автомобилями? Да, в последние годы электромобили стали доступнее, особенно благодаря государственным льготам и налоговым льготам. Как далеко электромобили обычно могут проехать на одной зарядке? Запас хода варьируется в зависимости от модели, но многие электромобили могут проехать более 200 миль на полной зарядке. Достаточно ли зарядных станций для дальних поездок? Инфраструктура зарядки быстро расширяется, и теперь вдоль основных автомагистралей и в городских районах имеется множество зарядных станций. Сколько времени нужно, чтобы зарядить электромобиль? Время зарядки зависит от типа зарядного устройства. Быстрые зарядные устройства могут обеспечить 80% заряда примерно за 30 минут до часа. Доступны ли различные типы зарядных устройств? Да, существуют зарядные устройства уровня 1, которые используют стандартную бытовую розетку, зарядные устройства уровня 2 для домашней установки и быстрое зарядное устройство постоянного тока для общественного использования. Можно ли заряжать электромобили дома? Абсолютно. Большинство владельцев электромобилей заряжают свои автомобили дома с помощью зарядного устройства уровня 2, которое требует профессиональной установки. Существуют ли различия в техническом обслуживании электрических и традиционных автомобилей? В электромобилях меньше движущихся частей, поэтому они обычно требуют меньшего обслуживания по сравнению с традиционными автомобилями с двигателями внутреннего сгорания. Как насчет стоимости электроэнергии по сравнению с бензином? Электромобили обычно дешевле заправлять бензиновыми автомобилями, поскольку стоимость электроэнергии обычно ниже цен на бензин. Существуют ли какие-либо государственные стимулы для покупки электромобилей? Да, многие правительства предлагают такие стимулы, как налоговые льготы, скидки и льготные регистрационные сборы, чтобы стимулировать внедрение электромобилей. Как насчет воздействия электромобилей на окружающую среду? Электромобили производят нулевые выбросы выхлопных газов, что помогает снизить загрязнение воздуха и выбросы парниковых газов.
Могут ли электромобили быть такими же мощными, как традиционные автомобили? Электромобили могут обеспечить впечатляющее ускорение и производительность, а также мгновенную передачу крутящего момента электродвигателем. Доступны ли разные типы электромобилей? Да, вы можете найти полностью электрические автомобили, гибридные автомобили, сочетающие электрическую и бензиновую энергию, а также электромобили с увеличенным запасом хода. Каков срок службы аккумулятора электромобиля? Срок службы аккумулятора электромобиля варьируется, но большинство производителей предлагают гарантии, покрывающие износ в течение определенного количества лет или миль. Есть ли недостатки в владении электромобилем? Следует учитывать ограниченную инфраструктуру зарядки в некоторых районах и более высокую первоначальную стоимость по сравнению с традиционными автомобилями. Спасибо за всю информацию, Анна. Электромобили, безусловно, кажутся жизнеспособным вариантом. Добро пожаловать, Джон! Электромобили прошли долгий путь и предлагают множество преимуществ как для окружающей среды, так и для вашего кошелька. Согласна, Анна. Давайте изучим мир электромобилей и примем взвешенное решение. Урок 15. Путешествия и безопасность банкоматов. Я планирую поездку за границу. Безопасно ли пользоваться банкоматами в других странах? Использование банкоматов, как правило, безопасно, но важно принять некоторые меры предосторожности для защиты финансовой информации. Какие советы по безопасному использованию банкоматов во время путешествий? Сообщите своему банку о своих планах поездок, чтобы они не сочли ваши транзакции подозрительными во время вашего пребывания за границей. Должен ли я пользоваться банкоматами, расположенными в банках или в общественных местах? Как правило, безопаснее использовать банкоматы, расположенные в банках, поскольку они контролируются и вероятность взлома ниже. Есть ли признаки взлома, на которые мне следует обратить внимание? Да, проверьте наличие свободных или необычных вложений на картридере или клавиатуре и закройте руку при вводе PIN-кода. Как насчет использования банкоматов в местах скопления людей? Будьте осторожны при использовании банкоматов в местах скопления людей, так как существует повышенный риск того, что кто-то попытается украсть вашу информацию. Стоит ли избегать использования банкоматов в ночное время? Если возможно, лучше использовать банкоматы в дневное время, когда вокруг больше людей и лучшая видимость. Есть ли альтернативы использованию банкоматов для доступа к деньгам во время путешествий? Рассмотрите возможность использования как наличных, так и предоплаченной проездной карты, что может быть более безопасным способом управления расходами. Что делать, если моя карта застряла в банкомате? Не оставляйте банкомат без присмотра. Немедленно обратитесь в свой банк и сообщите ему о ситуации. Должен ли я вести учет транзакций в банкомате во время путешествия? Да, рекомендуется отслеживать снятие средств в банкоматах и отслеживать свой счет на предмет любых несанкционированных транзакций. Целесообразно ли использовать общедоступный Wi-Fi при доступе к моему банковскому счету в банкомате? Лучше избегать использования общедоступного Wi-Fi для конфиденциальных транзакций. Используйте защищенные сети или мобильные данные. Могу ли я использовать свою дебетовую карту для покупок во время путешествия?
Да, вы можете использовать свою дебетовую карту для покупок, но будьте осторожны и используйте ее только в надежных заведениях. Что делать, если моя дебетовая карта будет утеряна или украдена во время путешествия? Немедленно обратитесь в свой банк, чтобы сообщить об утере или краже. Они помогут вам заблокировать карту и произвести замену. Спасибо за ценный совет, Анна. Я обязательно учту эти советы во время поездки. Добро пожаловать, Джон. Будьте бдительны и спокойно наслаждайтесь путешествиями. Я так и сделаю, Анна. Вас ждут безопасные и беззаботные приключения по всему миру. Урок 16. Знакомство с туристическими направлениями. Меня всегда удивляет разнообразие туристических направлений. Как ты обычно находишь информацию о них, Анна? Есть несколько способов исследовать туристические направления. Я часто использую сочетание онлайн-ресурсов, путеводителей и рекомендаций друзей. Какие онлайн-ресурсы вы считаете наиболее полезными? Я полагаюсь на туристические сайты, такие как TripAdvisor и Lonely Planet, для получения отзывов, рекомендаций и информации о достопримечательностях и гостиницах. Есть ли на этих веб-сайтах какие-либо специальные функции, которые вы считаете полезными? Да, я считаю, что отзывы и оценки, созданные пользователями, особенно полезны для понимания того, чего ожидать от места назначения. Как насчет платформ социальных сетей? Используете ли вы их для вдохновения для путешествий? Абсолютно. Социальные сети, такие как Instagram и Pinterest, отлично подходят для поиска потрясающих фотографий и вдохновения в впечатлениях других путешественников. А как насчет туристических блогов? Считаете ли вы их полезными? Да, блоги о путешествиях могут содержать подробную информацию, личный опыт и практические советы по различным направлениям, которые мне очень полезны. Есть ли у вас любимые блогеры о путешествиях или веб-сайты, на которые вы подписаны? У меня есть несколько популярных блогеров о путешествиях, чей стиль письма и рекомендации мне нравятся. Всегда приятно найти источники, соответствующие вашим предпочтениям. Как насчет путеводителей? Вы все еще используете их в цифровую эпоху? Путеводители по-прежнему могут быть полезны, особенно если вы предпочитаете иметь материальный ресурс с картами, местными достопримечательностями и предлагаемыми маршрутами. Есть ли какие-либо конкретные издатели путеводителей, которых вы рекомендуете? Lonely Planet, Rogates и Fedaris — известные издательства, предлагающие исчерпывающие и надежные путеводители по различным направлениям. Учитываете ли вы рекомендации друзей и семьи при выборе места для путешествия? Абсолютно. Персональные рекомендации могут оказаться бесценными, поскольку вы получаете информацию от людей, которым доверяете и которые имеют непосредственный опыт. Есть ли другие источники туристической информации, на которые вы полагаетесь? Туристические форумы и онлайн-сообщества, где попутчики делятся своим опытом и отвечают на вопросы, также могут стать отличным источником информации. Как насчет турагентов? Вы когда-нибудь обращались к ним за рекомендациями по направлениям? Хотя я в основном планирую свои поездки самостоятельно, турагенты могут вам помочь, особенно если вам нужна специализированная консультация или вы планируете сложные маршруты.
Есть ли у вас какие-либо советы для тех, кто только начинает исследовать туристические направления? Начните с изучения различных направлений в интернете, читайте блоги о путешествиях и черпайте вдохновение. Затем сузьте круг вопросов в зависимости от ваших интересов и предпочтений. Спасибо, что поделились своими методами исследования путешествий, Анна. Мне не терпится начать планировать свое следующее приключение. Добро пожаловать, Джон! Наслаждайтесь путешествием, открывая для себя новое место и создавая незабываемые воспоминания. Я так и сделаю, Анна. Мы рады открытиям и открываем для себя новые горизонты. Урок 17. Синтетические кисти для акварели. Я слышала, что синтетические кисти доступны по цене и хорошо подходят для акварели. Подходят ли они как для акварели, так и для других материалов? Да, синтетические кисти универсальны и могут использоваться с различными материалами, включая акварель, акрил и гуашь. Синтетические щетки также хороши, как и натуральные щетки для акварели. В то время как натуральные щетки для волос обладают своими уникальными качествами, синтетические щетки прошли долгий путь и могут обеспечить отличные результаты при использовании акварели. Что делает синтетические кисти хорошим выбором для акварели? Синтетические кисти известны своей способностью хорошо удерживать воду и пигмент, что позволяет наносить плавные и контролируемые мазки при рисовании акварелью. Существуют ли разные типы синтетических кистей для акварели? Да, доступны различные формы и размеры, такие как круглые, плоские и кисти Filbert, каждая из которых подходит для разных техник и эффектов. Как синтетические щетки сравниваются с точки зрения долговечности? Синтетические щетки обычно более долговечны, чем натуральные щетки для волос, поскольку они менее подвержены повреждению водой и растворителями. Могут ли синтетические щетки имитировать мягкость натуральных щеток для волос? Хотя синтетические щетки могут не иметь такой же мягкости, как щетки для натуральных волос, некоторые высококачественные синтетические щетки могут сравниться с точки зрения производительности. Требуют ли синтетические щетки особого ухода или чистки? Синтетические щетки легче чистить, чем натуральные щетки для волос. Просто тщательно промывайте их водой с мягким мылом после каждого использования. Можете ли вы порекомендовать какие-либо конкретные бренды или серии синтетических кистей для акварели? Некоторые популярные бренды синтетических акварельных кистей включают Prince Etern, Escodre Versatile и Da Vinci Cosmo Top Spine. Есть ли бюджетные варианты синтетических щеток? Да, существуют доступные наборы синтетических кистей от разных брендов, что делает их доступными для художников с ограниченным бюджетом. Могут ли новички использовать синтетические кисти для акварели? Абсолютно. Синтетические щетки – отличный выбор для новичков, так как они обеспечивают хорошую производительность и при этом не требуют более высокой цены, чем щетки для натуральных волос. Есть ли ограничения на использование синтетических кистей для акварели? Синтетические щетки могут удерживать меньше воды, чем натуральные щетки для волос, что может повлиять на некоторые методы, такие как рисование мокрым по влажному. Тем не менее, они по-прежнему хорошо подходят для большинства акварельных техник. Могут ли художники добиться мелких деталей с помощью синтетических кистей? Да, синтетические кисти можно использовать для мелких деталей в акварельной живописи.
Ищите кисти с заостренным кончиком или попробуйте использовать кисточку для карандашей. Спасибо, что поделились своими знаниями о синтетических кистях для акварели, Анна. Мне не терпится попробовать их в своей следующей картине. Добро пожаловать, Джон! Наслаждайтесь изучением универсальности синтетических кистей и получайте удовольствие от своих акварельных творений. Я так и сделаю, Анна. Здесь радость живописи и безграничные возможности художественного самовыражения. Урок 18. Обмен хобби и интересами. Я хотела спросить, Анна, какие у тебя хобби и интересы? Мне нравятся разные хобби. Я люблю рисовать, читать, заниматься садоводством и исследовать новые пешеходные маршруты. Звучит замечательно. Я тоже разделяю некоторые из этих интересов. Кстати, есть ли у вас другие увлечения, о которых вы не упомянули? Да, мне также нравится готовить и пробовать новые рецепты. Для меня это творческий выход, и я нахожу его довольно расслабляющим. Кулинария — фантастическое хобби. Какую кухню вы любите готовить больше всего? Мне особенно нравится средиземноморская кухня. Свежие ингредиенты и яркие ароматы всегда вдохновляют меня на кухне. Приятно это слышать. Я тоже фанат средиземноморской кухни. У вас есть любимые блюда, которые вы любите готовить? Одна из моих любимых — домашняя паста с простым томатным соусом и свежим базиликом. Это классика, которая никогда не перестает удовлетворять. Домашняя паста звучит очень вкусно. Мне придется как-нибудь ее приготовить. Есть ли другие хобби или интересы, которыми вы хотели бы поделиться? Я также очень интересуюсь фотографией. Мне нравится снимать моменты и исследовать разные точки зрения через объектив. Фотография — прекрасный способ выразить творческий потенциал и запечатлеть воспоминания. У вас есть любимый объект для фотографирования? Природа и пейзажи — мои любимые сюжеты. В мире так много красоты, и мне нравится фотографировать ее. Фотосъемка природы может быть действительно увлекательной. Вы когда-нибудь выставляли свои фотографии или собирались поделиться ими в интернете? Я еще не выставлял свои работы, но делюсь некоторыми своими любимыми фотографиями в социальных сетях, таких как Инстаграм. Это просто фантастика. Обязательно посмотрю ваши фотографии в Инстаграм. Есть ли другие хобби или интересы, о которых вы хотели бы рассказать? Мне также нравятся занятия йогой и осознанностью. Они помогают мне обрести равновесие, расслабиться и обрести душевный покой в повседневной жизни. Йога и внимательность — прекрасные практики как для тела, так и для ума. Есть ли у вас любимые позы йоги или техники осознанности? Мне особенно полезны горная поза и медитация любви и доброты. Они помогают мне обрести уверенность в себе и развить в себе сострадание. Это отличный выбор. Мне придется включить их в свой распорядок дня. Спасибо, что поделились своими увлечениями и интересами, Анна. Добро пожаловать, Джон! Всегда приятно общаться и делиться общими увлечениями. Мне тоже не терпится узнать больше о ваших увлечениях. Точно так же, Анна. Мы рады преследовать свои интересы и находить удовлетворение в своих увлечениях. Урок 19. Изучение природы.
Мне не терпится исследовать природу. Свежий воздух, красивые пейзажи и чувство приключений восхищают меня. Я тоже. Пребывание на природе омолаживает. Это позволяет нам отвлечься от суеты жизни и оценить окружающие нас чудеса. Абсолютно. Я с нетерпением жду возможности отправиться в поход по тропам, найти скрытые сокровища и погрузиться в безмятежность дикой природы. Это будет замечательный опыт. Я уже могу представить себе захватывающие виды и звуки щебетания птиц на деревьях. Природа может напоминать нам о своей красоте, притормозить и ценить простые радости. Я благодарна за эту возможность. У природы есть способ обосновать нас и взглянуть на вещи в перспективе. Я благодарен, что могу поделиться этим опытом с вами, Джон. Точно так же, Анна. Вместе мы с удовольствием отправимся исследовать окрестности, фотографировать и создавать незабываемые воспоминания. Я собрал камеру и не могу дождаться момента, когда смогу запечатлеть суть нашего приключения на свежем воздухе. Природа дарит нам бесконечное вдохновение. Мне не терпится увидеть ваши фотографии и увидеть волшебство природы через ваш объектив. У нас будет интересная визуальная история. Природа может многое предложить: величественные горы, спокойное озеро и яркая флора. Это полотно постоянно меняющейся красоты. Я согласен. Мы воочию увидим чудеса природы, и это станет напоминанием о том, насколько удивительна наша планета на самом деле. Давайте проведем время на природе с максимальной пользой, окунемся в мир, который она приносит, и соединимся с окружающими нас элементами. Абсолютно. Мы отправимся в поход, подышим свежим воздухом и почувствуем солнце на своей коже. Это шанс зарядиться энергией и обрести гармонию в объятиях природы. У природы есть способ заботиться о наших душах и омолаживать наш дух. Я благодарна за эту возможность погрузиться в ее объятия. Я не мог бы сказать это лучше. Давайте отправимся в это приключение, откроем свои сердца чудесам природы и создадим воспоминания, которые останутся на всю жизнь. Урок 20. Планирование похода. Живописные трассы звучат идеально. Мне не терпится отправиться в поход. Это будет отличный способ познакомиться с природой. Абсолютно. Изучение живописных троп позволяет нам увидеть красоту природы и испытать себя физически. Определенно. Теперь давайте разберемся, как добраться до этих троп. Есть ли у вас предложение по транспортировке? Мы могли бы доехать до начала тропы, если она находится на разумном расстоянии. В противном случае мы можем рассмотреть возможность использования общественного транспорта или совместного использования автомобиля с Хорошее друзьями. замечание. Вождение автомобиля обеспечит нам большую гибкость, особенно если мы хотим исследовать несколько маршрутов или остаться здесь надолго. Кроме того, наличие собственного автомобиля позволяет нам взять с собой все необходимое снаряжение, такое как рюкзаки, походные ботинки и снаряжение для кемпинга. Это правда. Нам нужно будет убедиться, что у нас есть необходимое снаряжение и принадлежности для поездки. Что еще следует учитывать при планировании? Важно заранее изучить маршруты, включая их уровень сложности, длину и необходимое разрешение или сборы. Абсолютно. Мы хотим выбирать маршруты, соответствующие нашему опыту пеших прогулок и физическим возможностям.
Безопасность всегда должна быть приоритетом. Кроме того, мы должны проверить прогноз погоды и соответствующим образом упаковать вещи. Необходима многослойная одежда, солнцезащитный крем и средства от насекомых. Хорошее мышление. Готовность к различным погодным условиям обеспечит нам комфортные и приятные впечатления от пеших прогулок. В целях безопасности мы также должны сообщить кому-нибудь о наших планах походов, включая маршрут, по которому мы пойдем, и предполагаемое время возвращения. Отличная идея. Очень важно, чтобы кто-нибудь знал о нашем местонахождении в случае непредвиденных ситуаций. Наконец, давайте не забудем взять с собой много воды и закусок, чтобы сохранить водный баланс и заряд бодрости во время походов. Абсолютно. Увлажнение и питание имеют решающее значение для поддержания уровня энергии и получения максимального удовольствия от прогулок по тропам. Учитывая все эти соображения, мы будем хорошо подготовлены к тому, чтобы отправиться в поход и максимально насладиться живописными тропами. Не могу не согласиться. Давайте спланируем маршрут, соберем снаряжение и приготовимся к незабываемому путешествию по чудесам природы. Урок 21. Последующая деятельность после собеседования. После собеседования важно отправить дополнительное электронное письмо. Это свидетельствует о профессионализме и благодарности за предоставленную возможность. Абсолютно. Отправка короткого и вдумчивого электронного письма может произвести положительное впечатление на интервьюера и удержать вас в поле зрения. Что мы должны включить в электронное письмо? Какие-нибудь советы о том, как эффективно структурировать его? Начните с выражения благодарности за интервью и благодарности интервьюера за уделенное время и внимание. В этом есть смысл. Выражение признательности — это вежливый способ выразить признательность интервьюеру за приложенные усилия. Затем кратко опишите что-то конкретное из интервью, которое запомнилось вам или нашло отклик. Это говорит о том, что вы были внимательны. Хорошее замечание. Ссылка на ту или иную тему обсуждения свидетельствует о вашей вовлеченности и искреннем интересе к этой роли. Затем подтвердите свой энтузиазм по поводу этой должности и уверенность в своей способности внести свой вклад в развитие компании или организации. Очень важно выразить свою страсть и веру в свою квалификацию. Это поможет вам утвердить свою кандидатуру на эту должность. Наконец, закройте электронное письмо, выразив свою неизменную заинтересованность в этой возможности и готовность предоставить любую дополнительную информацию в случае необходимости. Закончить письмо на позитивной ноте и оставить дверь открытой для дальнейшего общения — хороший способ завершить письмо. Именно так. Сохраняйте краткое, профессиональное и безошибочное письмо. Проверьте его перед отправкой, чтобы обеспечить ясность и правильность. Внимание к деталям очень важно. Хорошо составленное и безошибочное электронное письмо положительно влияет на ваши коммуникативные навыки. И не забудьте обратиться к интервьюеру по имени и произнести профессиональное приветствие, например, искренне или с наилучшими пожеланиями. Соблюдение правил этикета и поддержание профессионального тона во всем письме важны для того, чтобы оставить неизгладимое впечатление. Просмотрев все, нажмите кнопку отправки и терпеливо дождитесь ответа. Последующее наблюдение свидетельствует о вашем активном характере. Очень важно терпеливое ожидание. Важно дать интервьюеру время обработать информацию и принять решение.
И помните, что даже если вы не получите работу, сохранение позитивного и профессионального настроя может привести к будущим возможностям. Это правда. Налаживание связей и построение позитивных отношений в отрасли могут открыть двери для новых возможностей. Итак, давайте составим следующее электронное письмо, убедившись, что оно отражает нашу благодарность, энтузиазм и профессионализм. Согласен. Отправив грамотно составленное электронное письмо, мы оставим положительное впечатление и повысим наши шансы на успех. Урок 22. Подготовка к вечеринке и покупка обуви. К вечеринке нам нужно хорошо подготовиться. Вы уже подумали о том, что наденете? Абсолютно. Я уже выбрала платье, но ищу новую обувь в дополнение к образу. Неплохая идея. Правильно подобранная пара обуви может украсить весь ваш образ. Какую обувь вы ищете? Я думаю о чем-нибудь элегантном и удобном. Возможно, пара каблуков, на которых я смогу танцевать, не жертвуя комфортом. Комфорт играет ключевую роль, особенно если вы будете стоять на ногах большую часть вечера. Задумывались ли вы о том, чтобы выбрать каблуки с амортизирующими стельками? Да, определенно. Мягкие стельки обеспечат дополнительный комфорт и помогут мне насладиться вечеринкой без дискомфорта. Отлично. А как же стиль и цвет? Вы хотите что-то подходящее к вашему платью или что-то выделяющееся? Мне нужно что-то, что дополнит мое платье, предпочтительно нейтрального цвета, например, черного или телесного. Оно также будет универсальным для будущих мероприятий. Нейтральные цвета — безопасный выбор. Они, как правило, хорошо сочетаются с разными нарядами. Вы проверили какие-либо интернет-магазины или бутики? Да, я просматривал веб-страницы и читал отзывы, чтобы найти магазин с хорошей репутацией и хорошим выбором. Я хочу убедиться, что приобретаю качественную обувь. Это разумный подход. Прочитав отзывы, вы сможете понять, насколько удобна и долговечна обувь. Повезло ли вам пока что? Я нашла несколько вариантов, которые выглядят многообещающе. Возможно, я закажу несколько пар, чтобы примерить их и посмотреть, какая из них подойдет лучше всего. Примерить их очень важно. Важно убедиться, что обувь правильно сидит по фигуре и обеспечивает достаточную поддержку ступням. Абсолютно. Неподходящая обувь может вызвать дискомфорт и даже привести к проблемам со стопами. Я хочу избежать этого любой ценой. Как только вы найдете идеальную пару, не забудьте надеть их незадолго до вечеринки, чтобы их было удобнее носить. Хорошее замечание. Я обязательно буду носить их по дому в течение короткого времени, чтобы привыкнуть к ним и избежать сюрпризов на вечеринке. Это разумный подход. Лучше быть готовым и чувствовать себя комфортно, чем возиться с новой обувью во время мероприятия. Определенно. Я хочу насладиться вечеринкой в полной мере, не отвлекаясь. Важной частью этого является поиск подходящей пары обуви. Уверена, вы найдете идеальную пару. Ваш наряд будет полным, и вы будете готовы отлично провести время на вечеринке. Спасибо за поддержку, Джон. Я очень рад найти идеальную обувь и танцевать всю ночь напролёт. Добро пожаловать, Анна. Не могу дождаться, когда вы все нарядитесь и повеселитесь. Это будет незабываемый вечер для нас обоих.
Урок 23. Пешие прогулки. Поиск скрытых сокровищ. Я согласен, что пешие прогулки позволяют обнаружить скрытые переулки и очаровательные места, которые мы можем пропустить во время езды. Абсолютно. Прогулки дают нам возможность сбавить скорость, понаблюдать за окрестностями и наткнуться на уникальные места. Удивительно, как много мы можем узнать, просто прогуливаясь по окрестностям или новому городу. Мне нравится натыкаться на причудливые кафе, местные бутики или красивые парки, которые иначе я бы не заметила. Это все равно, что отправиться в мини-приключение. В каждом уголке вас ждет приятный сюрприз или спрятанная жемчужина. И дело не только в туристических направлениях. Само путешествие становится приятным, вы сможете насладиться видами, звуками и атмосферой. Это правда. Прогулки позволяют нам погрузиться в местную культуру и почувствовать более тесную связь с этим местом. Кроме того, это отличный способ оставаться активным и включить упражнения в свой распорядок дня, не отвлекаясь на рутинную работу. Ходьба — это упражнение с низкой нагрузкой, которое приносит пользу как физическому, так и психическому благополучию. От этого выигрывают все. К тому же это экологично. Отправляясь на пешие прогулки, мы сокращаем выбросы углекислого газа и вносим свой вклад в экологизацию окружающей среды. Абсолютно. Это небольшой, но значимый шаг на пути к устойчивому образу жизни и осознанию нашего влияния на планету. Я также считаю, что ходьба открывает возможности для спонтанного общения с местными жителями и другими пешеходами. Знакомство с новыми людьми и участие в беседах могут внести дополнительный вклад в наше исследование. И давайте не будем забывать о возможностях фотографии. Прогулки позволяют нам запечатлеть уникальные моменты и перспективы. Это правда. Каждый шаг — это новая сцена, достойная фотографии, будь то потрясающая архитектура или живописная улица. Итак, спланируем ли мы день, чтобы прогуляться по окрестностям пешком и посмотреть, какие скрытые сокровища мы сможем найти вместе? Звучит как прекрасная идея. Давайте посвятим день путешествиям, погружению в неизвестность и созданию незабываемых воспоминаний. Не могу дождаться, какие сюрпризы нас ждут. И здесь вы сможете насладиться пешими прогулками и найти скрытые сокровища. Приветствую вас, Анна. Позвольте нашим ногам стать нашим проводником в этом приключении, наполненном открытиями и признательностью. Урок 24. Впереди продуктивный день. Похоже, впереди действительно продуктивный день. Как насчет тебя? Есть ли у вас конкретные задачи или цели на сегодня? Да, у меня есть список задач, которые я хочу выполнить. Сначала мне нужно закончить отчет о работе и отправить его моему руководителю. Это важно. Как только вы закончите отчет, вы почувствуете себя выполненным и сможете сосредоточиться на других задачах. Именно так. После этого я планирую упорядочить свой почтовый ящик и отвечать на любые отложенные письма. Пришло время убрать беспорядок и быть в курсе событий. Отличная идея. Чистый и упорядоченный почтовый ящик помогает повысить производительность и не пропустить ни одного важного сообщения. Затем я хочу посвятить некоторое время исследованиям и сбору информации для предстоящего проекта. Это требует тщательной подготовки.
Исследования необходимы для хорошо выполненного проекта. Не торопитесь собирать ценную информацию и принимать обоснованные решения. У меня также есть личная цель прочитать хотя бы одну главу из книги, которую я собирался закончить. Это способ расслабиться и инвестировать в личностный рост. Это отличная привычка. Чтение стимулирует умственную деятельность, расширяет знания и позволяет отдохнуть от повседневной рутины. Наконец, я хочу провести короткую тренировку. Забота о физическом здоровье также важна, как и о рабочих задачах. Абсолютно. Упражнения повышают уровень энергии, снижают стресс и улучшают общее самочувствие. Это выгодное вложение времени. Итак, таков мой план на день. Кажется, их много, но при правильном распределении времени я верю, что смогу их выполнить. Все дело в том, чтобы расставлять приоритеты и сохранять концентрацию. Разбейте задачи на управляемые части, и вы добьетесь устойчивого прогресса. Это правда. Постановка реалистичных целей и организованность помогут мне максимально использовать свой день. А как же ты, Джон? Какие-то конкретные цели? Сегодня я хочу завершить презентацию к предстоящей встрече и подготовить несколько ключевых моментов для звонка с клиентом. Похоже, это важная задача, требующая внимания к деталям и эффективного общения. В самом деле. Кроме того, я планирую пересмотреть и обновить свой список дел, чтобы не отставать от текущих проектов. Хорошо составленный список дел — ценный инструмент для поддержания организованности и приоритизации задач. Это помогает предотвратить проскальзывание важных вещей сквозь щели. Наконец, я хочу потратить некоторое время на мозговой штурм новых идей для творческого проекта, над которым я работаю. Это возможность открыть для себя новые перспективы. Звучит захватывающе. Сеансы мозгового штурма могут пробудить творческий потенциал и привести к инновационным решениям. Я с нетерпением жду полноценного и продуктивного дня. Давайте максимально используем наше время и достигнем наших целей. Согласен. Впереди успешный день достижений и личностного роста. Давайте приступим к выполнению наших задач и воплотим их в жизнь. Безусловно, Анна. Пусть наши сегодняшние усилия приближают нас к нашим целям и прокладывают путь к будущим достижениям.